Представьте себе, рядом с самым глубоким озером в мире живет народ с очень большой историей и культурой, однако мало кто о нем знает. Народ, у которого есть буддистские монастыри, шаманские ритуалы и своя древняя история. Именно там находится монах, который уже почти более 100 лет сидит в медитации. Итак, кто такие буряты? Почему их историю так часто рассказывают коротко и аккуратно? И что мы на самом деле о них еще не знаем? Давайте попробуем разобраться. Привет, друзья! Меня зовут Сергей, и добро пожаловать на мой канал. В этом видео я хочу рассказать вам о бурятах, одном из коренных народов России. Мы будем говорить об истории, о происхождении, об их культуре, об их традициях и о том, как живут эти люди сейчас. Это видео особенно важно для меня, потому что я сам происхожу из того региона, где живет много бурят. Поэтому я решил поделиться с вами этой историей. Однако это видео сделано по запросу одного из моих супер патронов Андрея. Спасибо тебе, Андрея, за поддержку. И, друзья, если вы также хотите запрашивать какие-то конкретные темы для видео, вы можете стать моим супер патроном. Ссылка будет в описании. Ну что, вы готовы? Поехали! Итак, давайте сначала разберемся, где же живут буряты. Как я сказал в начале видео, буряты живут в районе озера Байкала. В основном в республике Бурятия, а также в Иркутской области и Забайкальском крае. Сегодня в России живет около 500 тысяч бурят. Это не маленький народ, однако за пределами России о нем очень мало чего известно. Можно долго говорить о происхождении бурят, но если говорить коротко и просто, это результат долгого смешения разных народов. Здесь сошлись монгольские, тюркские, а также тунгусско-маньчжурские племена. Ключевую роль здесь сыграли такие племена, как Байырку и Куирканы. Со временем они стали известны как баргуты, а позже буряты. Это не народ, который просто пришел сюда. Это народ, который формировался здесь многими веками. Исторически они называли себя баргутами или баргу-бурятами. Когда земли бурят вошли в состав российского государства, их стали называть братскими людьми. А сами они называли себя бурятами. Как вы понимаете, в это время буряты живут на территории России. Но не всегда здесь была Россия. Долгое время эти народы, они сами здесь жили без влияния российского государства. И в официальной истории говорят, что российские первопроходцы пришли сюда мирно, и местное население с радостью, с распростертыми объятиями их приняло. Конечно же, в реальности это не было так. Буряты сопротивлялись, были конфликты, были восстания, часть из них пришлось откочевать в Монголию. Именно поэтому русским трудно было продвигаться дальше на восток, и они стали строить здесь остроги и укрепления. Со временем буряты были включены в административную систему России. Но эта история не про мирное присоединение. Это история про русификацию, это история про давление, про то, как им долго приходилось, как и другим народам России, платить ясак, так сказать, такой налог. В общем, было непросто. Традиционно буряты были кочевым и полуоседлым народом. Основа жизни – скотоводство, а также рыболовство. У них были лошади, коровы, овцы, козы, а иногда и верблюды. Использовалось все – молоко, мясо, кости, сухожилия, кожа, а также шерсть животных. Это была почти безотходная экономика. Буряты жили долго и автономно. Основным жилищем бурят традиционно являлась юрта. Она теплая, легкая и быстро собирается. Иногда даже использовали амбары на колесах. Жизнь всегда была в движении. Если говорить о бурятском языке, то он является частью монгольской группы. До 20 века буряты использовали старомонгольскую письменность. При дацанах работали типографии, переводили книги, печатали буддистские и философские тексты.
Это была живая письменная культура. Если говорить о религии бурят, в настоящее время большинство бурят являются либо буддистами, либо шаманистами. А также, можно сказать, они следовали культу духов природы. С конца XVI века в Бурятии начинает распространяться тибетский буддизм школы Гелук. В 1741 году буддизм был признан официально одной из религий России. Буддизм дал бурятам образование, письменность, медицину и философию. Однако в 20 веке он был почти полностью уничтожен, и возрождение началось только в 80-х годах прошлого века. Один из самых известных центров бурятского буддизма – это Иволгинский Дацан. Именно там находится тело ламы Даши Дарджо Итигелова. Он сидит в медитации уже более 100 лет. И для верующих людей он не умер. Если говорить о традиционной одежде бурят, то можно упомянуть о дегеле. Это такой теплый кафтан из овчины. Особая деталь – энгер – цветные полосы на груди. У женщин одежда богато украшалась вышивкой и монетами. Как я уже упомянул, в бурятской кухне центральное место занимает мясо и продукты животного происхождения. Также они едят очень много молочных продуктов и кисломолочных. Буряты пьют зеленый чай с молоком, солью, маслом и иногда даже с салом. И, конечно, символом кухни бурят являются бузы. Это типа таких больших пельменей на пару, в которых внутри находится мясо. А еще буряты любят готовить байкальский омуль. Если говорить о музыке, то можно сказать, что часто она основана на пентатонике. Есть эпические сказания улигеры, а главный танец бурят – йохар. Это такой типа как хоровод. Да, в России люди раньше водили хороводы, а буряты водят йохар. И эта традиция популярна по сей день. Самый главный праздник бурят – Сагалган, что означает «белый месяц», который, кстати, скоро они будут праздновать. Сагалган часто совпадает с лунным Новым годом, таким как в Китае, во Вьетнаме, но не всегда. Традиционная еда для Сагалгана всегда является белая еда, поэтому часто на столе вы можете увидеть творог, сыры, молоко и разные кисломолочные продукты. А еще летом буряты проводят разные праздники, где они состязаются друг с другом в борьбе и стрельбе из лука. Один из них называется Эрын-Гурбан-Надан. Не знаю, если я правильно сказал. Если вы бурят, скажите правильно, у меня это получилось или нет. Также на этом празднике проходят часто скачки на лошадях. Как я уже упомянул, буряты исторически довольно сильны в борьбе, а также стрельбе из лука. И даже сегодня бурятские спортсмены получают медали на международных соревнованиях и даже на Олимпиаде. Среди бурят есть множество выдающихся людей. Я не буду упоминать все, но скажу те, которые лично мне знакомы и мне нравятся. Например, в Иркутске у нас есть театр имени Вампилова. Вампилов, он драматург, а также писатель. Он написал много интересных пьес и историй, и рассказов. Моя любимая называется «Старший сын». Я смотрел ее в нашем Иркутском театре. Очень классная. Также моя любимая современная бурятская певица Арюн Гуа. У нее очень классный голос. Она играет на традиционном бурятском инструменте маринхури. Также она умеет петь горловым пением и сочетает его с традиционной электронной музыкой, и звучит это очень круто. Я всем рекомендую послушать ее. Кроме того, есть очень крутой современный бурятский художник Дзаректо Дарджиев, который известен во всем мире необычными картинами. И, конечно же, Ирина Пантаева, супермодель из 90-х, а также актриса, которая в том числе играла в фильме Mortal Kombat. Как я уже сказал, для меня буряты — это не просто один из этносов в России. Это те люди, с которыми я рос, с которыми я знаком, у меня есть много приятелей бурят. Может быть, у меня нет близких друзей, но
Мне всегда было интересно узнать больше об их культуре, и когда я жил в России, не могу сказать, что я много знал об этом, но я рад, что сейчас у меня есть возможность, чтобы почитать об этом и рассказать вам. Если вы хотите знать больше о мифах бурят, у меня есть одно очень классное видео, в котором я рассказывал историю о Байкале и его дочери Ангаре. Можете посмотреть его вот здесь. В заключение хотел бы сказать, что буряты — это не просто народ рядом с Байкалом. Это история, это память, это постоянная борьба за то, чтобы оставаться самими собой, сохранять свой язык, свою культуру. Спасибо вам, друзья, что смотрели это видео, и напишите в комментариях, что вас удивило больше всего. Еще раз хотел бы сказать отдельное спасибо всем моим патронам на Патреоне, особенно таким как Джоэл, Джефф, Джош, Лиз, Андрея, Холли, Веро, а также Майкл и Брюс Ли. Благодарю вас, друзья, за помощь в этом видео. Если вы также хотите поддержать мой канал, то вы знаете, что делать. Переходите, здесь где-то будет ссылочка, и становитесь моим патроном. Ссылка на транскрипцию к этому видео будет в описании, а также я прикрепил ее к комментарию. И эта транскрипция абсолютно бесплатна. Еще раз спасибо, друзья, что смотрели это видео. До скорого и пока-пока.